нас процесс пошел. Еще раз добрый день. Мы начинаем тему космической любви. Но на самом деле не космической любви как таковой, а вопросы взаимоотношения человека с космосом и вот той любви, которую мы можем выделить как некую космическую. Значит, хочу еще раз напомнить, что у нас сегодня продолжается работа с картами потенциала любви. Мужской и женский. И они у нас присоединены здесь к нашему каналу. И мы с ними еще работаем одновременно, как через структуры, так и это. Они у нас сейчас вышли уже в виде карточек, тоже есть. Поэтому, если кому интересно, можно их заказать. В связи с тем, что у нас есть такие космические связи, то надо бы, то есть, чтобы у нас инструмент соответствовал этим космическим связям. Какой у нас есть инструмент? Ну, это наш свет. У нас есть световые нити, которые нас связывают с космосом, поэтому считалось, что волосы – это продолжение этих световых наших волокон, и поэтому через волосы мы все связаны с этим космическим интернетом. Да, то есть, но на самом деле не только волосы, у нас идет свет не только через эти волосяные фолликулы, он идет и через другие части, там даже где волос нет, на пальцах меряем, а свет есть. В связи с этим есть возможность взаимодействия, да, то есть Но здесь хотелось бы о чем поговорить. То есть мы сейчас будем упражняться, и с расческой космос мы ее приготовили, то есть специально для этого. И будем еще взаимодействовать с космической картой, она у меня сзади висит, пытаться определить нашу звезду, с которой свет сюда пришел, нашу самую главную звезду. Поэтому мы сейчас попробуем какую тему затронуть. Почему у нас космическая тема возникла? Потому что мы говорим о неких принципах, лежащих в основе нашего мира, наших взаимодействий, наших отношений с другими людьми. И мы говорим, что на самом деле эти принципы вытекают из неких структурных характеристик, которые лежат в основе этого мира. Да? И мир структур, который сюда отображен уже в реальных объектах, и в людях, и в других каких-то частях, он представлен в первую очередь объектами, да, то есть, процессы, в которые мы участвуем, да, то есть какие-то события и прочее, это тоже отображение мира структур. Поэтому наши космические связи, они тоже имеют структурное продолжение в этом мире структур, но ведь согласно теории физических структур, одна и та же структура может проявляться совершенно в разных процессах, совершенно разных масштабах. Поэтому, если взять нас, как людей, мы же такие все маленькие по отношению к космосу. Да, то есть, если посмотреть, где мы находимся. Наш размер относительно Земли. Совсем маленький, да, то есть, как микроб, относительно нас самих. А если взять относительно Солнца, еще больше, да, то есть а если взять от Солнечной системы, то есть где мы там, нас разглядеть-то совершенно невозможно, да, то есть а если мы берем еще больший масштаб, да, галактика, а в галактике миллиарды, тысячи, миллиардов звезд. То есть получается, что мы вообще ничто для Вселенной, с одной стороны, да, кажется. Но с другой стороны, есть такой принцип герметизма, называется, что вверху, то и внизу. Принцип подобия. То есть космические процессы, да, то есть, которые там происходят, они подобны тем, что происходит на Земле. И поэтому мы по тому, что на Земле происходит, можем как-то видеть, что происходит в космосе. Поэтому на нас они оказывают влияние. В свое время такой физик, не знаю, живой он или нет, уже несколько лет назад я его видел, что он такой дедушка, может, уже и не живой. Шноль, профессор такой. Он исследовал разные помехи, которые влияют на людей. И не только на людей, вообще оказалось, что есть такой класс помех, который влияет на все.
И он пытался определить, откуда же они берутся. Но сначала он думал, что это вот эти помехи присущи каким-то определенным процессам, химическим, физическим. И там исследовал, да, есть помехи, причем невозможно их устранить и свести, каким-то образом убрать. Значит, потом оказалось, что они есть везде, да, то есть как бы не только химические, в любых физических процессах, в любых химических процессах, биологических процессах эти помехи существуют. Тогда он стал их искать, где же они есть, тут на Земле думал сначала, то есть какие-то вот естественные процессы, не нашел. Но это у него последняя книга была, он как бы говорил, что это космофизические факторы, то есть где-то в космосе что-то происходит, и это на нас оказывает влияние в виде вот этих помех. Но вот эксперименты наши со светлицами, связанные с теорией физических структур, показывают, что на самом деле эти помехи можно уменьшать, их влияние на человека, то есть мы можем их ослаблять за счет применения вот таких системных адаптеров, за счет упорядочивателей и настраиваться на более точную линию жизни своей для того, чтобы можно было какую-то вот реализовывать программу, которая нам нужна. Но вот программы мы говорим разные. Есть биологическая программа, которая нам заложена как живыми организмами. То есть у нас есть тело, оно требует его, чтобы его питали, чтобы за ним ухаживали, чтобы оно размножалось. Все как бы это вот заложено в нас, и никуда от этого не деться. Но есть еще вот некий духовный путь. Вот книга вот эта «Карта любви», она говорит о том, что есть некий духовный путь, в котором надо себя проявить. Ну, иначе все равно нас это не минует, но мы в следующей жизни опять будем пытаться. И у нас опять же подобные люди будут нам встречаться, вот как вот здесь, люди, которые вокруг нас окружают, возможно, уже с нами были связаны из каких-то прошлых наших жизней, и мы вот опять отрабатываем какие-то вещи, которые нам не удалось отработать в прошлых реализациях. Ну вот из-за того, что теория физических структур нам говорит, что одна и та же структура может проявляться на разных масштабах, то, оказывается, мы можем, значит, взаимодействовать со структурами, которые могут проявляться в космических масштабах, да, то есть где-то там в галактиках, в метагалактиках и так далее. Но эти структуры мы можем проявить через что? Через наши отношения. Потому что у нас есть возможность себя проявлять вот на этом высоком духовном плане, на плане космических связей, космических отношений. Поэтому мы можем вот эти себя инструменты развивать, себя настраивать на эти отношения. Вопрос, для чего нам это надо? Вот я тут забыл вывести одну презентацию. Сейчас я ее секундочку покажу. Ну, то есть мы вернемся к чему? Вот к одной теме, которую мы подняли в прошлый раз и которую мы сейчас продолжим. Значит, о чем речь, собственно говоря? То есть мы говорим о том, что есть множество миров, множество звезд, множество различных самых цивилизаций. Да? То есть тут у нас даже на Земле есть цивилизации, с которыми мы не умеем общаться. Да? То есть цивилизация насекомых, цивилизация там, дельфинов, цивилизация каких-то других представителей. Да? То есть почему? Ну, потому что мы не чувствуем вот этого единения с миром. Вот это наши каналы световые недостаточно эффективно работают для того, чтобы мы вот это единение с миром могли ощущать. А если бы мы это могли ощущать, мы бы могли обмениваться с этим миром качествами теми или иными. Да? То есть мы могли бы получать что-то и передавать в этот мир гораздо более широко и более разнообразно. А что же говорить тогда о других мирах, в которых тоже представлены какие-то цивилизации? То есть такой парадокс Ферми, о котором я уже как-то упоминал. Он заключается в том, что если есть цивилизации, да, то есть в других звездных системах, то почему мы их не видим? Почему они с нами не вступают в контакт? То есть если посчитать, сколько звезд и какая вероятность там появления такой же жизни на других планетах, ну, она достаточно может быть высока. Значит, где-то есть уже такие цивилизации. Но почему от нас с ними не мы можем взаимодействовать? Ну, и есть несколько гипотез, одна из которых говорит, что на каком-то этапе цивилизация развивается и себя уничтожает. И поэтому они все уже уничтожились, но пока мы еще этого этапа не достигли, но он когда-то тоже придет, и мы тоже себя уделаем так, чтобы нас не было. Вот. Но может быть не все так просто, да, то есть как бы может быть совсем по-другому все устроено.
То есть другие есть варианты. Какие могут быть, да? То есть, как бы, ну, мы предполагаем, что связь-то осуществляется так, как мы думаем, радиосигналы, там еще что-то такое, да, то есть, как бы, но откуда вот радиосигналы это мы узнали про них? Это вот наука у нас тут развивается лет 200. Определили, оказывается, что есть вот радиосигналы, оказывается, можно ими обмениваться, можно их передавать и так далее. А если цивилизация прошла там тысячелетний путь развития там и больше, возможно, что цивилизация это уже имеет какие-то другие возможности для связи, вот. Но ведь многие эзотерические учения, они говорят, что нам заморачиваться, строить корабли какие-то и так далее. Но мы же можем там совершить астральное путешествие, на ту же Луну, там, на другие звезды и так далее. И нам не надо ничего такого дорогостоящего. Все это гораздо проще, и можно это реализовать, если развить в себе вот эти соответствующие качества. Но мы как бы немножко сейчас о другом. Мы говорим, что да, есть цивилизации. Но, возможно, они просто не хотят с нами вступать в контакт. Ну, мы такой заповедник. Они нас смотрят, но мы пока не развились, да, то есть достаточно, чтобы с нами общаться. Ну, что с нами общаться, когда, ну, такая недоразвитая цивилизация существует? Ну, и пока есть наблюдение. Может быть, нам какие-то знания сбрасывают, может быть, нет. Хотя в рамках вот исследований, которые проводились в различных экспедициях, было видно, что, да, были какие-то вот пришельцы из космоса, которые приносили знания на те или другие цивилизации, и они от этого бурно развивались. Потом вдруг почему-то это прекратилось, а возможно и не прекратилось. Оно сейчас есть, только от нас это скрыто. Вот тут недавно совершенно один из Израиля, из какой-то там разведки, вдруг опубликовал книгу и говорит, есть они, мы уже тут вступали в контакты в Америке и в других странах, только мы об этом не афишируем, поэтому не рассказываем. Поэтому вот фильм «Люди в черном», он, в общем-то говоря, что-то немножко открывает завесу, что есть вот какие-то взаимодействия, и поэтому мы можем с ними как-то по-другому общаться. Но я о другом хотел сказать. Значит, смотрите, вот есть такой фильм, сейчас я вам скажу, как он называется. «Прибытие» он называется, ну, в русском исполнении. То есть там говорится о том, что прилетели несколько кораблей на Землю, в определенных точках зависли и начали пытаться налаживать контакт с людьми. Народ перепугался в разных странах, это одновременно произошло. Вот, и потихоньку-потихоньку начали налаживать, пытаться друг с другом договариваться. Оказалось, да, у них там какой-то сложный язык, в котором отражены процессы временные. Он не простой, как бы вот некие значки, а есть некие временные характеристики, которые отображают прошлое, настоящее, будущее, то есть, ну и так далее. И оказалось, что они вот принесли вот свой язык для того, чтобы ему научить людей, потому что он дает совершенно другой уровень отношений и со временем. И для чего это они сделали? Потому что где-то там через 1000 лет они определили, что их цивилизации будет грозить опасность. И вот для того, чтобы как-то с ней справиться, они стали смотреть, а кто же им может помочь. То есть оказалось, что они сами не могут решить эту задачу. Но оказалось, что если люди, освоив вот этот язык, начнут развиваться в очень ускоренном плане, то они, благодаря тем характеристикам, которые в них есть, могут эту задачу решить, там, которая вот у них через 1000 лет как опасность возникает. Поэтому почему это возможно? Как это может быть так, чтобы вот такая ситуация могла возникнуть? Поэтому мы вот вернемся к нашим идеям из мира структур. Значит, я вам сейчас опять введу анализ вырожденности, о которой мы говорили, да, то есть методами теории катастроф. Но почему катастрофы? Мы опять возвращаемся к понятию катастроф. Но катастрофа это некое внезапное изменение, это если в теории брать. А мы обычно, ну, с человеческой точки зрения, рассматриваем катастрофу, это когда гибнут люди. Поэтому, если гибели нет, ну это если не катастрофа. А если гибель людей произошла, это катастрофа. Она может произойти внезапно, ну как землетрясение вдруг. Бабах, все развалилось, люди погибли. Да? То есть, как бы. А может что-то произойти, но без катастрофы. Ну, например, вот во Владикавказе взорвался магнит, супермаркет. Но он взорвался в 7 утра, и там никого не было, кроме одного человека. И этот человек выжил. То есть у него даже ни царапин, ни синяков, ничего нет. Хотя здание разнесено полностью вдребезги.
То есть вот бывают такие ситуации, когда вот вроде как что-то страшное произошло, но при этом никто не погиб, ну так ничего, материальный какой-то ущерб произошел. Значит, поэтому вот мы когда говорим о переходах, да, то есть смотрите, у нас вот есть две как бы поверхности. Одна повыше, а другая пониже. То есть получается такая ступенечка вот на этом рисунке мы видим, да, то есть поэтому если мы по одной поверхности проходим сюда, это будет скачок, да, то есть если вот мы или так идем, или так, то это резкое изменение. Но вот обратите внимание, что на самом деле это резкое изменение можно обойти, вот как бы вот по такой траектории, то есть с одной поверхности на другую, но минуя вот это вот. Да, то есть если вот у нас меняется только один какой-то параметр, то вот есть скачок. Да, то есть, а если мы меняем сразу, допустим, два параметра, у нас же вот есть ось x и есть еще какая-то вот ось y. А есть еще другая ось, ну, ось z, допустим. Вот по вертикали у нас z, а x, y, допустим, по горизонтали. Тогда мы можем, перемещаясь и по x, и по y одновременно, можем обойти вот эту точку, потому что вот эта точка называется точка бифуркации, когда система раздваивается, и она имеет несколько разных состояний. И переход из одного состояния в другое может произойти вот таким резким скачком, как катастрофа. Если мы говорим, что вот есть цивилизации, у которыми могут произойти какие-то катастрофы. Почему они сами не могут справиться? А потому что вот параметры, которые мы говорим, могут меняться, они имеют какие-то ограничения. То есть мы не можем их во всем диапазоне возможно изменить. Да? То есть есть рамки определенные, вот в которых мы существуем. И поэтому вот есть какие-то параметры нашей внешней среды, и мы в этих достаточно узких параметрах существуем. Если их резко поменять, ну, сразу человечество вымирает. Температура резко вдруг изменится, да? То есть, или в минус, или в плюс, неважно. То есть предел температурный, в котором мы выживаем. Туда-сюда, влево-вправо, значит, все. Жизни нет на Земле. То же самое может касаться и других каких-то. Радиации, радиационного фона. То есть увеличится сильно радиационный фон. Тоже живое может исчезнуть. Поэтому есть вот определенные условия, в которых цивилизация выживает. Но есть еще условия, в которых мы можем взаимодействовать, да, как с некой структурой. Вот мы можем со структурой взаимодействовать и, меняя какие-то характеристики свои собственные, да, настраиваться на притягивание и проявление тех или иных структур. Если у нас такая возможность есть, да, то она тоже не безгранична. Она не безгранична в силу того, что это... То есть, поэтому, допустим, есть какая-то цивилизация, и у ней есть ограничения по вот изменению тех или иных параметров внутри своего собственного как бы взаимодействия как цивилизационной группы. Ну, по мерности, например, да, у них есть ограничения, или еще по каким-либо параметрам. Вот. И они вот могут существовать, допустим, вот в некой зоне, вот, которая вот ограничена вот такой областью, да, то есть о которой мы говорим, областью вырожденности или где присутствует некая катастрофа. И они не могут выйти за эти пределы, они не могут обойти эту зону вовне, по-другому. Да, то есть как бы в силу этого, значит, если у нас есть возможность моделировать во взаимоотношениях какие-то условия, которые мы можем выходить за эти пределы, то тогда мы можем, возможно, настроиться на ту структуру, которая нужна не нам, вернее, не только нам, не только нашей цивилизации, как человечеству, а другим цивилизациям, например, которые такой возможности не имеют. Да? То есть, изменив что-то в своей жизни, да, то есть настроившись на какую-то вот задачу определенную, мы можем в этой задаче проявить ту структуру, которая станет доступна теперь в нашем мире, но она же станет доступна и в других мирах, потому что мы ее проявим не только локально, как бы вот в нашей цивилизационной группе, а может быть как бы в рамках там уже галактическом, а может быть и межгалактическом. Я просто хотел вот об этом рассказать. У нас просто одна была интересная такая работа в Болгарии, когда мы ходили на Мадарского конника, и там у нас как раз была траектория, на которой отрабатывался вот такой антикатастрофный режим, связанный с взаимодействием другого уровня. То есть там как раз рельеф местности как раз очень походил вот на вот такую
складку сборки. И поэтому мы траекторию там прокладывали, как раз вот которая бы проходила нам вот не вот скачком туда-сюда, потом можно было бы скачковая, то есть там лестница была, по которой можно было карабкаться, а можно было бы взять и обойти, да, то есть и пройти через точку бифуркации. Чем характерна точка бифуркации? Это точка, в которой рождается что-то новое, то есть чего никогда еще не было. Да? Точка, где перерождение происходит. И у нас такая точка там была. То есть мы лезли как бы по некому пологому ущелью, проходили, и потом вдруг оказались в пещере, в которой можно было пройти и выйти как раз вот на другой уровень, то есть в другом измерении оказаться и выйти, как бы народившись заново на свет. Ну, а потом мы пошли уже по верху, вот по вот этой ветке, да, то есть как бы в другую сторону. И потом нам надо было спуститься уже по лестнице. То есть, но есть такое понятие гистерезис, да, то есть как бы, если вот мы проход делаем, обратите внимание, да, вот, если мы здесь идем, и у нас точка перехода вот на другую поверхность вот здесь находится, то если мы идем обратно, у нас точка перехода находится здесь, да, то есть мы не попадаем обратно в ту же самую точку. Поэтому если мы просто проходим куда-то, да, то есть как бы прошли, а потом какую-то делаем зону определенную. Мы не возвращаемся в исходную точку по структуре. Для того, чтобы мы могли пройти в эту исходную точку, нам надо перейти в другую немножко, как бы, ну, как бы перекрыть, да, то есть как бы уйти дальше в процесс, как бы его сделать более сильнее проявленным, а потом как бы откатить обратно. Ну, то есть, что мы там тогда сделали? Мы просто взяли и заблудились. Пошли, и вот эту точку спуска мы ее проскочили, долго куда-то шли, потом долго выбирались, и, наконец, нашли эту лестницу, спустились, там походили, все нормально. Но в силу того, что когда мы говорим о проявленности тех или иных структур, когда мы с ними работаем вот в таких модельных отношениях, то надо смотреть, мы говорим, на знаки, как это проявляется. Случайно вот мы заблудились, или это действительно было проявление вот той задачи, которую мы в этот момент отрабатывали, как антикатастрофную задачу, чтобы ее проявить на данной местности. Да, то есть, ну, во-первых, когда антикатастрофные режимы начинают проявляться, очень интересное наблюдение за членами группы, то есть они начинают напрягаться. То есть, почему это происходит? Ну, потому что появление новой структуры – это всегда рождение чего-то, то есть старое исчезает, новое появляется. И вот в результате этого появляется некий шанс, ну, как бы вот добиться вот этого превращения. Но вот это состояние, когда старое исчезает, оно очень неприятное, оно такой внутренний дребезг возникает, и чувство протеста. Оно начинает проявляться, что начинается внутреннее недовольство, ну, кем? Ну, тем, кто рядом, или кто впереди. Кто ведет, ну, значит, они такие сяки, не туда ведут, неправильно, значит, себя проявляют. Когда мы спустились уже, да, то есть как бы стала проявляться вот эта вот гистерезисность, она стала проявляться в чем? В том, что отдельные, группа разбилась на отдельные группки, а группки начали тоже, ну, как бы, траекторию отрабатывать очень похожую. То есть они идут куда-то, да, то есть и упираются в препятствия, понимают, что они не туда пошли. Им надо вернуться, а потом опять пройти. Как бы вот, ну, несколько групп так потом рассказывали, что они шли и не туда зашли. И кроме этого, и уже глобально, когда мы уезжали с этого места, мы опять еще раз заблудились. Как бы, поехали не тем маршрутом. Ну, мы попали, конечно, в ту точку, которую нам надо, но это было уже не так быстро, как мы хотели. То есть, как бы вот та же самая структура стала проявляться в разных режимах. Да? То есть в одном, в другом, в третьем. Значит, это о чем говорит? Значит, получилось отработать вот эту антикатастрофную структуру в тех режимах, в которых мы тогда это делали. Так вот, как бы, о чем я хотел сказать, что вот этот принцип подобия, он нам может показаться как бы, ну, надуманным. Есть он или нет, да, то есть как бы. Но давайте мы вот на что обратим внимание. Посмотрим, заглянем в космос. В космосе мы видим, что есть всякие там звезды. Звезды эти у нас светят далеко-далеко.
Связаны мы с ними как-то или не связаны с этими звездами? Есть у нас как бы наводка, что мы, в общем-то, как-то имеем какие-то к ним отношения. Поэтому давайте, есть вообще наше место в звездном пространстве, давайте посмотрим. Да, то есть, ну, у нас вот мы находимся на Земле. Земля находится в Солнечной системе. Солнечная система находится в галактике Млечный Путь. Галактика Млечный Путь входит в образование там звездное скопление Дева там, и так далее. Да? То есть, как бы, есть очень большое такое скопление, называется Ланиакея. Как оно выглядит? Ну, давайте посмотрим. Вот давайте посмотрим, да? Ну, вот у нас вот, вот у нас точечка, где мы есть, и вот есть Дева, Центавр там и так далее. То есть это вот некая карта чего? Это карта галактик. То есть мы видим, что между галактиками, да, галактики не просто так распределены, как нас когда-то учили, говорит, метагалактика, но галактики-то уже как-то равномерно распределены. Если звезды в галактике как-то свернуты, вот в какой-то рулончик такой определенный, да, спиральку, то метагалактика уже они как-то так раскиданы беспорядочно. Но если посмотрели, вот, оказывается, сделали, когда вот расклад, и посмотрите, да, то есть на что похоже? Очень похоже на нервную ткань, которая у нас в мозгу. Вот такие же волокна, связи между нейронами существуют у нас в голове. Да, то есть, а если посмотреть еще как бы немножко шире, давайте сейчас посмотрим еще шире на карту. Видно вам, да, вот эту картинку? Вот это вот как бы такое, как перышко такое. Да, красненькая точечка — это здесь мы, а видите, как распределены галактики, да, то есть как бы они образуют какие световые нити. И это тоже очень похоже на световые нити, те, которые вокруг нас есть. То есть видите, какое подобие, да, то есть как бы, поэтому мы можем считать, что мы каким-то образом связаны. И вот есть такой Сухонос, я тут недавно его цитировал, как бы там видео, то есть он написал книжку «Масштабная гармония Вселенной». И там он показал убедительно, что одни и те же структуры проявляются совершенно на разных масштабах. Да, то есть, и вот есть масштабы выходят в макромир галактический, есть микромир. Да, то есть, что у нас там? Да? Клетка, потом какие-то органеллы, потом молекулы, ДНК там и другие, потом атомы. Атомы из элементарных частиц состоят. Дальше мы уходим, это уже на кварки. Вот. То есть есть уход в микромир, есть такая ось. И вот в этой оси человек находится точно посередине, по своим масштабам. И он как раз и говорит, что человечество, оно вот такое уникальное имеет возможность моделировать и микромир, и макромир. Но на самом деле вот Борис Сергеевич Золотов об этом тоже многократно говорил, и он нас все время призывал к этому, тем, чтобы мы этим вот не ограничивались своими какими-то собственными представлениями о локальности и своей мелкоте, а мы понимали, что мы участники очень больших и глобальных процессов. И мы вот это вот свое участие могли бы на самом деле делать осознанно, не просто придумывать себе какие-то там задачки бытового плана и решать их. Как бы. Это тоже важно и нужно, потому что у нас есть вот это вот тело, которое надо о нем заботиться и кормить. Это материальная часть. Да? То есть, но есть еще вот более глобальные процессы, в которых нам тоже необходимо участвовать. Вот. Но для участия в таких вот глобальных процессах нам нужно, чтобы у нас был соответствующий инструментарий. Какой? Да, то есть, ну, световой, но другого, как бы, вот мы на данном этапе не можем ничего предложить. То есть, устанавливать световые связи, да, то есть, и решать задачи, которые могут быть нам полезны не только локально, вот как бы для нас, но и глобально. То есть, отображать те структуры, которые нам нужны, и не только нам. Да. Значит, ну вот поэтому мы, видите, как бы вот от любви говорим о разных. Какой инструмент у нас? Как мы можем соединять световые хры? Ну, через любовь. Поэтому мы вот с этим инструментом, ну, вот так вот активненько работаем уже 4-й вебинар подряд. И вот у нас получилось, что мы вышли на немножко другой уровень развития этой мерности, и у нас появились дополнительные новые структуры потенциала любви мужской, потенциал любви женский. И вот с этими потенциалами любви мы сейчас и работаем. Но для того, чтобы мы могли настроить свой инструмент, мы давайте его попробуем причесать. Да, то есть у нас есть расчесочки.
есть расчески «Космос», у кого-то уже как бы сама наклеечка присутствует на этой. То есть, а есть, ну, мы там дали возможность такую расческу сделать самому. В 2005 году была интересная работа проделана Борисом Евгеньевичем, как раз моделирование отношений с инопланетными цивилизациями, как проявить уважение к этим цивилизациям. Да? То есть, ну, была такая модель, что вот произошла гибель некой экспедиции на Землю, и им надо было моделировать отправку светового пакета обратно. Ну, а вот вещественное тело, которое тут погибло, его надо было перезахоронить в соленом озере. Ну и вот была целая работа такая сделана, посвященная этому направлению. И вот там были разные процессы интересные. И как бы вот, возможно, пришло время к ней опять вернуться, к этой работе. Мы как бы продолжить, да, то есть вот это взаимодействие. Потому что если мы можем что-то сделать для других, то, возможно, они могут сделать что-то для нас. Ну, допустим, у нас тоже есть какие-то ограничения, и мы не можем какие-то реализовать процессы, которые нам недоступны. Но они доступны другим цивилизациям. Поэтому тогда, если мы, допустим, делаем что-то для них, они что-то делают для нас. Да? То есть, как бы вот этот вот процесс обмена, взаимообмена, мы можем реализовать, если мы действительно проявим некую душевность, некую любовь, не только, как говорится, к самому ближнему, но и к тому, кто достаточно, может быть, далеко. То есть в чем процесс? Вот, допустим, мы говорим о структуре потенциала любви. Потенциал любви, какая основная задача? Задача создания устойчивых световых потоков. То есть мы через любовь, да, проявляемую к миру, да, оказываем на этот мир влияние. И мир становится более устойчив. Да, то есть мы создаем некий световой поток, и этот поток на самом деле притягивает что-то к чему-то. Да, то есть, ну вот я говорил, есть такой эффект Бернулли. Вот у нас, допустим, есть два листочка. Видите, да? То есть они вот висят вертикально. Если мы организуем поток между ними, что произойдет? Вот я буду дуть. Видите, они притягиваться начинают. Ну, то есть, как бы, вот поэтому формирование тех или иных потоков начинает в нашу жизнь притягивать, да, то есть что-то хорошее, что-то нужное, если мы эти потоки действительно организуем правильно и не пытаемся просто стягивать на себя какой-то ресурс, да, то есть, а мы это делаем отдавая, то есть мы отдаем свет своей любви и при этом ничего не теряем, потому что мы и так светимся, да, то есть только мы это делаем, можем делать концентрированно и целенаправленно, светясь как биолазеры, а не как просто какие-то там светящиеся лампочки, которые где-то что-то там подсвечивают, да, то есть. Поэтому давайте мы сейчас займемся инструментом. То есть вот у нас есть некое световое тело вокруг, которое для нас важно и оно нужно. Оно нужно, потому что оно нужно не только миру. Да? То есть мы сами являемся такой подсветкой, и когда в нашу зону могут попадать другие люди нашего света, то есть мы же оставляем световой след. Да? То есть если у нас световой поток организован правильно, то наш след начинает формировать в этом мире, в этой, да, то есть события, делает этот мир более устойчивым, делает прекрасным и так далее. Потому что вот в биологии давно известен принцип, о котором я тоже много говорил, это принцип того, что чем разнообразнее биоценоз в той или иной экосистеме, тем этот биоценоз устойчив к внешним факторам. Но устойчивость на самом деле не только предполагает, что внешние факторы меньше влияют на этот биоценоз, но влияние биоценоза становится таким, что эти факторы становятся тоже менее, и болтанка уменьшается. Поэтому мы, усиливая свои световые потоки, мы тем самым уменьшаем вот эту вот болтанку, да, то есть которая есть в мире. И мы видим, она как бы вот процессы нарастают, начинает мир трепыхать,
И надо, значит, что-то проявить в нас, чтобы мы могли через световые связи вот эту устойчивость мира повысить. Если переход должен произойти из какого-то одного состояния в какое-то другое, чтобы он прошел не скачком вот так вот, как бы, и с разрушением каких-то, да, а чтобы мы могли построить вот эту траекторию, которая бы нас обойти, да, то есть эту точку бифуркации и выйти на другой уровень, плавно и поэтапно эволюционируя, а не революционно. Да? То есть как бы революция, это будет разрушение, и пока это новый мир построится, очень произойдет много всяких неприятных событий. Так вот, для того, чтобы мы могли этот инструмент свой хорошо использовать, да, то есть, да, кстати, вот по поводу сказанного, вы, когда будете дальше взаимодействовать с потенциалом, вы обращаете внимание на то, как вокруг начинает что меняться, да, то есть вы проходите где-то, вот, ну, на работе там или по улице, да, то есть как бы это свет, он начинает влиять на окружающий мир. Что будет происходить в окружающем мире в результате того, что вы в нем вот начали проявлять вот такой класс любви, более многомерный, через свою светимость. То есть вы не что-то там специально делаете, а вы просто вот создали такой вот туннельчик, пройдя, да, то есть как бы в этом тоннельчике теперь какие-то люди туда же тоже попадают, и в них начинаются какие-то преобразования. Как бы вот такое вот наблюдение имеет смысл поделать. Но чтобы он нормально работал, этот инструмент, давайте его заточим. Значит, мы будем, можем, конечно, мы сейчас опять все расчешем, да, то есть как бы, но мы сделаем опять подобие. То есть мы берем как бы себя и моделируем. Вот рука – это я. Да, то есть как бы вот это моя рука. Как суджок. Суджок – это вся проекция всего организма, это на ладонь. Поэтому мы себя сейчас будем расчесывать как бы модельно. То есть мы будем расчесывать световое тело на своей руке. Поэтому мы берем вот эту расческу, которая уже модифицирована. На ней есть вот такие световые иголочки, которые... И начинаем вот эту вот свою варежку световую расчесывать и тянуть как бы вот эти вот волокна туда-сюда. Но обращай внимание, как бы мы расчесываем руку. Что в теле происходит при этом? Обратите внимание, рука-то это из тела связана сейчас, да? И вот давайте вот как бы медленно это делаем, не спеша, не торопясь. И ощущаем, что же где-то у нас откликаясь. И это вот, допустим, мы спереди это делаем, да? А вот со спины руку переворачиваем, теперь по спине себя ведем. И тянем, да? То есть как бы вытягиваем. Вот тут голова у нас тут на большом пальце. Вот давайте по голове проведем. Голову свою. Мысли расчешем. Как голова реагирует на это расчесывание. Теперь другие как бы. Вот у нас сердце, например, это у нас на третьем пальце, на мизинце отображено. Это если брать раскладку по кирляновской аппаратуре, то можно вот себе сердечную чакру, давайте вот по среднему пальцу попробуем ее активировать. И мизинчик тоже. И сердечно-сосудистую систему в том числе. И другие пальчики тоже. Они тоже связаны с какими-то нашими системами и органами. Их расчесываем. Четвертый. Указательный. То есть себя любимого. То есть тем самым мы вот активируем, теперь другую руку берем, да, другую руку, теперь другую руку то же самое делаем. И тоже слушаем свое тело, где откликается у нас. Но также можно на самом деле не только себя, но также можно представить другого человека, что это вот другой человек.
Ну, вот модель такая, да, то есть. И если я не могу с ним взаимодействовать, ему надо помочь, ну, берите, расчешите этого человека. Представьте, что вы его расчесываете. Да, то есть, тогда мы можем помогать на любом расстоянии, вот, используя вот эти космические энергии, связи с космосом нас самих. Потому что мы через вот эти вот световые волокна, мы связаны со всем космосом. И через это потоки идут к нам из космоса, и от нас тоже туда же уходят. Но через мир структур, поэтому подобие, оно сохраняется. И мы, взаимодействуя со световыми потоками через свою световую ауру, мы можем взаимодействовать вот в целом с космосом. И когда мы настраиваем свой инструмент, то у нас появляется шанс, что мы будем более точно в этом мире себя существовать. Ведь есть же такое, мы говорим, понятие интуиции. Вот мы в прошлый раз с вами на картах показывали. Что можно настроиться и, да, реализовать что-то. Как некий случайный процесс мы сначала взяли, создали, и в нем получили нужный результат. Да? То есть у нас две карты было, нам надо, чтобы они притянулись. Мы увидели, что вот несколько человек сделало, а у них получилось. Почему может не получиться? Ну, настройка не прошла полностью. Да? То есть как бы мы не настроились на то событие, которое мы... Что мешает настраиваться? Ну, усталость, например, там, не доспали, что-то вот не получается вовремя отдохнуть. Может оказаться, что... Ну, да, а вы как бы все равно продолжайте себя расчесывать. Я пока говорю, вы настраиваетесь. Ну, можно уже это как бы вот, можно голову расчесать, мысли свои, упорядочить. Чтобы они, вот то, что я говорю, оно легло. И чтобы образ, который мы вот передаем друг другу, образы, да, то есть как бы они смогли вот через эти световые связи пройти. Вот. Мы с ушей всякую лапшу надо снять, что она вешают везде из средств массовой информации. Вот обратите внимание, что вот когда мы в каких-то процессах начинаем участвовать, надо задать себе несколько вопросов. А мое ли это? Моя ли это энергия, которая вдруг до меня дошла? Вот я в чем-то возмутился, потому что еще препятствие одно из основных, когда мы работаем с интуицией, работаем с системами прогнозирования и так далее, то есть то, что работает через душу, это гнев. Гнев, злость, агрессия, там, обида и так далее. То есть все негативные эмоции, они сбивают с этой настройки. Поэтому, когда вот что-то вот пришло, что-то не то, мы видим. Ну, что-то возмущение какое-то где-то возникло, и оно выливается во что-то. Ну, как у нас в чате. Вдруг начали обсуждать там какие-то религии, да, то есть ни с того ни с сего. Хотя как бы мы к религиям, как говорим, каким-то конкретным не относимся. Можно брать какие-то знаки, знаковые системы из этих религий, но тем не менее мы не... Или вот там вдруг тема китайцев возникла, да, то есть какие они плохие, какие они нехорошие. Но если китайцы что-то делают, значит им разрешают это делать. То есть если они что-то у нас там неправильно делают, значит есть люди, которые это допускают. Да? То есть, значит, поэтому надо не китайцам возмущаться, а именно попытаться понять, а что это вдруг, мысли эти пошли вдруг про китайцев, да, то есть что это за информация вдруг в меня внедряется, что я вот ее начинаю здесь выплескивать. То есть как от этого уйти? Как уйти от, получить некий хладнокровный взгляд на все эти события. Потому что когда мы пытаемся что-то реализовать, то хладнокровный разум, он проявляет возможности моделирования и конструирования, и тогда и материализации. Если у нас разум замутнен гневом, каким-то негативом, обидами и прочими, да, то есть как бы у нас сразу вот эта настройка на нужную систему, мы ее сбиваем. Поэтому как настроиться, если у нас, да, то есть вот давайте расчешем, душу свою расчешем, чтобы на душе стало легко и спокойно.
чтобы душа не волновалась по всякой ерунде. Ну вот, немножко расчесались, немножко настроились, да? Теперь давайте попробуем вот что. Свои лучики, как они у нас работают. Ну, во-первых, вот мы их еще вот так вот повытягиваем. И теперь вот. Вот у нас одна рука, это экран. А вот луч, который мы пускаем к этому экрану из своих пальцев. И пытаемся вот на этом экране ощутить. Вот, допустим, мы рисуем кружочек на ладошке. Рука ощущает. Есть ощущение в ладошке, которое возникает от этого луча. Ну и на другой руке попробуем. А теперь треугольничек нарисуем. Отличается ощущение от рисования круга? Получилось? У кого получилось, поднимите руку. Получилось, получилось. Ощутили, да? Есть ощущение, что в ладошке возникает. Хорошо. Так, теперь делаем то же самое, но пытаемся ощутить вот в этих пальцах какие ощущения. Вот мы лучиком касаемся ладошки. И какие у нас ощущения возникают в этих пальцах. Вот мы трогаем, да, ладошку, какая-то она шероховатая, там, да, как она по фактуре. А может быть, мы ощущаем вот тот, вокруг же руки тоже есть световая часть, да, то есть вот как этот цвет мы ощущаем. Вот попробуем, это более сложная задачка. Вот этими пальчиками мы не просто туда лучиком, а оттуда тоже информацию, у нас двусторонняя связь. Поэтому мы сейчас пробуем ощутить, как у нас ладошка, какие ощущения в этих пальцах возникают. Не только в ладошке, а вот еще в пальцах. Мы наблюдаем и за теми, и за другими ощущениями. Это уже сложнее. Давайте другое. Вот в этих пальчиках попробуем почувствовать. Что они, как они ощущают вот эту вот нашу световую варежку. То есть есть ощущение в одной ладони, да, и опа, я опять стал цветным и разноцветным. Есть такой анекдот на эту тему про цвета. По Техасу едет автобус, ну, по пустыне, по этой автобан, прямая дорога, жара, пыль. И в автобусе едут негры и белые. И негры с белыми заспорили, кто из них должен где сидеть. Белые говорят, мы должны впереди сидеть, а негры сзади. Негры говорят, да нет, наоборот, вы расисты, там туда-сюда. То есть стали спорить, кричать. Водитель слушал, ему надоело. И он говорит, так, останавливает автобус и говорит, все, никуда не едем, все выходим. Все вышли. Он построил ряд, выстроил и говорит, послушайте, вы все, здесь нету ни белых, ни черных, вы все инопланетяне, вы все зеленые. Поэтому светло-зеленые спереди садятся, а темно-зеленые у нас сзади. Так вот, как бы вот если с этой точки зрения, каждый человек это свой мир, да, то есть и в этом плане все люди друг для друга инопланетяне. Почему? Ну потому что свет, который сюда пришел, у нас не только он из Земли, да, то есть нас еще одухотворил некий свет. Говорят, человек родился под некой звездой.
Да? То есть она может быть счастливая, может быть несчастливая. То есть почему она может быть счастливая, несчастливая? Ну, потому что свет, который дошел до Земли, да, то есть он может быть связан с этой звездой, а может быть уже не связан, потому что звезда уже погасла, пока свет до сюда дошел. Реально мы ее видим, а на самом деле звезды уже нет. Да, то есть она уже не существует. Ну и человеку вот как бы вот трудно наладить свет с этим миром, потому что он связан с неким светом, который с этой реальностью уже никак не связан. Так вот, значит, что мы можем еще себя усилить? Какими вот такими? То есть попробовать найти свет той звезды и усилиться от него. То есть, ну, у нас мы говорим, вот мы карты используем как что? Как некие ориентиры. То есть это не, они сами неплохие, сами не хорошие, да, то есть как бы нельзя говорить, а то у нас вот тут была дискуссия на эту тему, что карты это хорошо или плохо. Почему? Это инструмент, ну, вот как топор. Им можно дрова рубить, а можно по голове человека ударить, да, и убить его. То есть, как бы, это к топору не имеет никакого отношения, это имеет его применение. Поэтому мы карты используем для того, чтобы сделать какой-то настрой на то или иное событие, на то или иное действие, для получить какой-то ориентир. А то, если мы никак не обращаем внимания на какие ориентиры, мы можем куда-то попасть и вляпаться. Потому что вот такой анекдот есть тоже. Люся, она не верила ни в какие знаки и никогда на них не обращала внимания. Поэтому у нее отобрали права. Вот. Чтобы у нас права не отобрали, значит, на знаки будем обращать. Чтобы мы не были бесправными существами, а мы, у нас были какие-то определенные права, но и обязанности, да, то есть как бы поэтому мы эти обязанности тоже будем пытаться реализовать. Так вот, карта звездного неба у нас есть. Вот у меня сзади, видите, она там висит. Да, то есть, и я тут просил подготовить к этому занятию эти карты. Поэтому давайте мы сейчас попробуем найти свою путеводную звезду на этой карте. Можно взять какой-нибудь предмет, какой-нибудь остренький. Ну, скрепку, например, да, вот у нас, допустим, есть, у меня скрепка есть, вот я ее взял, вот у меня скрепка. Ну, чтобы у нас было тоненькое, чтобы мы не пальцем могли в карте приложить, а вот таким тоненьким вот чем-то, иголочкой, там, булавочкой, чем угодно. Просто некий заостренный предмет. И мы сейчас будем пытаться найти свою звезду. Хорошо. Значит, что мы должны? Вот мы настроили свой световой инструмент, да, то есть как бы у нас связи есть, да, то есть как бы вот с этим космосом, который у нас вот на этой карте. Мы как бы вот можем сейчас просто на эту карту вот так вот ручки направить, ну, то, где у вас эти вот, полушария левое, ну, южное и северное, да, то есть как бы мы там, Саша нам вежливо, успешно нашел эти карты и выставил любезно, значит, кто подготовил, тот подготовил. Значит, что мы делаем? Берем и настраиваемся на эти карты. Значит, как бы представляем, что вот эти у нас световые потоки, они как бы с этим небом вот связаны. То есть мы настроили, и вот как бы у нас есть поток оттуда и туда, двусторонний поток. Дальше мы пытаемся понять, вот какая половинка нас больше притягательна, как бы больше привлекает. То есть как бы вот световой поток, где больше, а где меньше. Оттуда. И выбираем левое или правое. То есть какое полушарие. Ну, мы так можем поводить как бы рукой, да, то есть туда-сюда, одно и другое как бы послушали себя вот в этом вот взаимодействии, настроились на нужное полушарие, определили. Значит, дальше мы пробуем в этом полушарии, делим его тоже пополам, левая, правая половина, да, то есть как бы теперь выбираем из этих двух половинок. Из этих двух половинок выбираем, где же наша часть, которая нам нужна. Левая или правая. Определили. Выбрали, да, то есть как бы вот эта часть мне как бы более
ну, чем-то она отличается, вот она мне более привлекательна, скажем так. Вот она как бы вот то ли светом каким-то, то ли теплом, то ли наоборот, может быть, даже холодом, да, то есть, может быть, рука почувствовала какой-то холодок, вот ветерок оттуда подул. Теперь эту же половинку, которая у нас есть, мы ее делим опять на две части, верхняя и нижняя. И определяем верхней и нижней части. Какая из них частей больше? Какая часть нас больше притягивает, привлекает? Выбрали, да? Теперь получилась у нас четвертушка, да, такая. Значит, в этой четвертушке мы ее опять делим пополам. Мысленно. Мысленно. То есть, как бы. И опять определяем в этой четвертушке, какая же у нас часть вот в этой четвертушке наша. Нашли, да? Ну, теперь у нас уже появился сектор, фактически, да, то есть четвертую, в 1/8 часть от этого вот круга. Теперь мы берем вот эту вот булавочку и начинаем водить над этим сектором. И прислушиваемся, куда притягивается наша булавочка. И вот находим точку, куда ее притягивает. Поставили эту точку. Даже если там не видно сейчас никакой звезды, это может быть просто на карте она не отображена. Там-то она где-то есть, но она вот... И начинаем настраиваться, да, то есть это вот ваша звезда, свет которой в вас проявлен. У вас на самом деле может быть несколько звезд проявлено, не одна звезда. То есть, как бы, ну, вы какую-то сейчас вот наиболее проявленную в данный момент для вас определяем. Определяем и теперь пытаемся настроиться, ощутить вот этот поток световой, который от этой звезды к вам идет, от вашей протоцивилизации. То есть вот эту свою суть цивилизационной, как бы вот с той цивилизацией, с которой вы связаны, вы начинаете проявлять через вот этот световой поток, который к вам идет. И тем самым вы усиливаете свой свет. Вы как бы получаете подпитку такую световую от протоцивилизации своей. Если бы у нас сейчас был аппаратик кирляновский, можно было бы увидеть, что вот в результате этой процедуры у человека резко усиливается светимость. Мы такие делали эксперименты. И те, у кого есть такой аппарат, могут сами поделать с этой задачей в домашних условиях. Каждый, чтобы мог себе найти ту звезду, которая в данный момент его может поддержать на световом уровне. Ну, таким образом, можно, вот в результате такой процедуры мы можем себя усиливать, свою световую часть, да, то есть как бы получая. Причем, если вы будете делать в следующий раз, может быть, вы наткнетесь на другую звезду. Ну почему? Потому что мы такая, ну как бы не одиночная как бы световая часть, а у нас как бы несколько звезд сошлись. Ведь когда человек рождается, говорят, что звезды сошлись на небе. Вот просто несколько звездных систем проявились. И, ну, какая-то более сильная, какая-то менее сильная. И в разные времена они могут быть разные для нас. Но важно, что мы в результате этой процедуры можем получить дополнительную вот энергетическую подпитку от этой вот цивилизационной группы, которая нас, которая нам может давать какие-то не только энергию, но еще и знания, умения, навыки и так далее. Ну вот, такую вот мы интересную. Вот Андрей пишет, что он даже такую звезду не знал, что она такая существует. А она вот, оказывается, есть. Так что мы все время что-нибудь новенькое открываем для себя в этом мире. Вот. Ну вот, смотрите, да, теперь попробуем. Можно вопрос вот про аппарат этот ГРВ, а как смотреть? Ну, замерить человека до этой процедуры сначала. Я поняла, замерить, ага, все поняла. Потом помочь ему найти вот эту вот звездную систему, дать ему возможность с ней взаимодействовать.
А потом буквально там через 5 минут еще раз померить. И, как правило, видно, что раз и светимость резко усиливается. Вот. Ну, там на самом деле тоже может быть, смотрите, вот вы видите, там сейчас написание какой-то звезды, да, то есть это может быть эта звезда, а может быть звезда, которая за ней находится. То есть она, может быть, сейчас ее и не видно, да, допустим, в данный момент она перекрывается, потому что тут же мы же в объеме, да, то есть как бы мы сейчас видим проекцию. Скажем так, на этой карте, здесь в этой точке является проекция вашей звезды, которая для вас очень может быть важна и нужна. Ну что, давайте теперь попробуем. Теперь уже у нас такая аура стала большая-пребольшая. У нас инструмент готов. Для чего? Для того, чтобы мы могли начать синтезные процессы. Значит, что мы сейчас попробуем сделать? Мы сейчас попробуем теперь не только себя расчесать, а расчесать другого человека. Ну, давайте мы сейчас организуем пары быстренько. Вот кто у нас тут есть, кто у нас в окошечках виден. С темой мы сейчас сделаем пары. Что мы сейчас попробуем сделать? Вот смотрите, сейчас у нас есть одни эксперты, другие. То есть, что делают эксперты? Эксперты вот так вот ставят ладошки и закрывают глаза. Да, то есть операторы берут расческу, да, то есть как бы и начинают вот взаимодействовать со световым потоком, как бы вот представляя, что из руки он идет, да, то есть как бы еще какую-то расческу, и вы отправляете его туда, да, то есть как бы вы пытаетесь расческу расчесать вот это вот, то есть как бы свет уже, который оттуда идет, да. Значит, я включу музыку, и вы как бы вот это делаете, то есть как бы, но одновременно пробуйте что еще? Вот как бы смотрите, у вас еще есть вот одна рука расческа, а другая рука это как бы вот ваш экранчик тоже, да, то есть как бы вы этой рукой, вы как бы там расчесываете, а этой рукой пытаетесь ощутить, да, то есть как бы вот состояние вот этой световой оболочки, да, то есть как бы вы ее как бы касаетесь, то есть не самого человека, а вы касаетесь вот этой световой оболочки, и вы ее ощущаете, и ощущаете, как бы, чтобы у вас была обратная связь в этом процессе, то есть вы слушаете, и у вас что-то там происходит, при этом ощущения какие-то в руке. То есть язык любви, говорят, язык прикосновения. Поэтому вот мы как бы сейчас попытаемся вот это прикосновение, как бы вот световое, да, то есть немножко проявить, чтобы оно у вас настроить вот эти наши световые связи. Теперь мы давайте сделаем, включим музыку. Так, сейчас, секунду. Отлично. Теперь меняемся. Теперь у нас тот, кто был оператором, становится экспертом, да, то есть а оператор также берет расческу свою, да, то есть и также вот мы начинаем также вот эту процедуру по уже налаживанию чего? Уже как бы взаимной связи, то есть мы как бы ее расчесываем, вот это вот как бы создаем вот эту цветовую дорожку друг другу, чтобы этот поток, ничто ему не мешало, чтобы он нормально двигался, и мы его вот как бы в световую часть, но одновременно слушаем, да, то есть и эксперты слушают, что у них происходит в руками, и в них самих, а операторы тоже слушают как бы вот себя и вот то, что происходит у эксперта. Ну, давайте сейчас мы опять музыку заведем. Ну вот, хорошо. Ну, давайте немножко поделимся, какие были ощущения, какие впечатления от нашей ручной работы. Handmade. Сергей Динович, Да. интересный факт. Когда началось наше сегодня взаимодействие, Светлана Фролова появилась, и у меня сразу откликнулась на нее какая-то положительная реакция внутри. Слов не было, мыслей не было, а чувство какое-то приятное. Ну, я думаю, да, Светлана Фролова появилась, как будто первый раз ее увидела. И вот вдруг пару вы нам такую организовали. Ну вот, видите как. Значит, ничего случайного не бывает. Да, интересно. Хорошо. Да. Ощущения, значит, есть. Значит, настройку антенны дальней космической связи мы сделали.
как бы антенна настроена. Ну, теперь можно попробовать что-нибудь там связаться и сделать. Да, то есть, как бы, значит, теперь мы уже не будем делиться на экспертов и операторов, мы как бы все будем на эксперта и оператора одновременно и будем двигаться. Только сейчас, секундочку, я тут одну музыку мы тут сейчас заведем. Значит, что, я думаю, предлагаю? Всем встать, да, чуть отойти от монитора, чтобы было видно, да, и попробовать вот в этих световых, которые мы тут сейчас создавали, когда на световых нитей настроили, да, то есть как бы представить, что это волокна на самом деле не только вот данного пространства и времени, да, то есть а это вот те волокна световые, о которых мы показывали, да, вот это ланиакея, которые мы все связаны, да, то есть как бы и мы можем с ними взаимодействовать, как бы вот на таких струнах световых космических, как бы поиграть, то есть как бы настроиться на вот эти вот космические взаимодействия с другими цивилизациями и посмотреть, что там для них надо хорошенького сделать и слушать, да, то есть как бы, но мы не просто что-то делаем, как операторы, мы слушаем, потому что мы откликаемся на чаяние этого мира, и нас двигает световой поток. Да, то есть как бы в этом световом потоке мы пытаемся ощутить вот это вот световые прикосновения, которые мы реализуем. То есть мы сами сформируем световые нити с одной стороны, с другой стороны мы касаемся каких-то других нитей. Да, то есть как бы, и вот эти ощущения, которые в нас будут возникать, они будут нам давать возможность проявить в себе вот эти вот космические связи, гиперкосмические связи, космические связи не только в этой реальности, но и в другой реальности. Да? То есть, поэтому мы сейчас будем взаимодействовать с планетами, галактиками, метагалактиками, дальним космосом, ближним космосом, как бы, ну, со всеми космическими возможностями, которые у нас есть, которые у нас отображены. И мы, как творцы Вселенной, которые можем сами Вселенную какую-то сделать, и не одну, а множество Вселенных, начинаем вот эти космические связи собственные проявлять вот в формировании тех структур, которые необходимы для того, чтобы эти цивилизации вместе сосуществовали, развивались и взаимодействовали так, как надо не только нам самим, но и всем другим. То есть мы налаживаем отношения космического уровня. Ну и тогда пойдем песенку. Ку-ку.